Вторая неделя, папка Крапки или Газбента. Я все время пытаюсь порадовать своего мужа, потому что думаю, что работа в офисе – это одна из самых нудных вещей, которые может делать метатель ножей. Перед тем, как стать метателем ножей, мой муж очень долгое время был спортсменом филиппинского бокса и объездил всю Азию. Поэтому понятное дело, что мой выбор пал на азиатскую кухню, в частности, его любимые лумпии. Лумпи – это такие филиппинские роллы. Они немножко напоминают классические вьетнамские, но сама лепешка отличается. Ее можно купить только в специализированных магазинах. Поэтому, когда я решила делать лумпию, я поняла, что я не могу найти эти лепешки. Мне пришлось немножко порыться в интернете, и на Палмовке я нашла очень крутой филиппинский магазин. И там же я купила манго, из которого в конце этого видео буду делать бенто-тортик. Поэтому досмотрите до конца и надеюсь, вам понравится. Итак, начинаем мы с лумпии. Мы смешали все абсолютно ингредиенты и начинаем заворачивать в конверты. Для того, чтобы завернуть в конверты, нам нужно эти конверты слепить. Для того, чтобы закрепить эту лепешку, нам нужен специальный раствор, который ее будет слепливать. Если подобные вьетнамские роллы можно слепливать обычной водой, то лумпию можно слепливать либо яйцом, либо специальной смесью. Смесь делается очень просто. Я для этого беру крахмал и разбавляю его с водой. Формируем колбаску и заворачиваем как лавашик. В принципе, лумпия на самом деле очень легко делать. То есть мы вот так вот все залепливаем. В конце я разрежу вот эту колбаску пополам и буду обжаривать ее на большом огне в масле. Даже разрезанная лумпия, обжаренная, внутри сохраняет сок. Для подачи я использую кисло-сладкий соус, но можно использовать соус из слив. Второй день хазбента у меня котлета по-киевски. Я на самом-то деле не особый спец, то есть я несколько раз, конечно, это чудо-блюдо готовила, но каждый раз оно мне не особо выходило. Поэтому я придумала специальный способ, как сделать крутую котлету по-киевски, мягкую, нежную, сочную и, не такую напряжную. Один из моих секретов – это засовывать масло на самом-то деле в одноразовые перчатки, оно тогда получается порционно. Вот, а фарш мы отбиваем, хотя котлету я делю на 4 части, разрезаю на третьи, вы, в принципе, на видео видели, как это все происходит. Внутрь залаживаем масло, и главное, масло мы кладем на гладкую поверхность, то есть внешнюю часть нашей грудинки. Вот этот маленький огрызок куриной грудинки я перемолола в фарш, и этим фаршем я залепливаю все дыры. Это, в принципе, наверное, мой самый большой секрет котлеты по-киевски. Ну и, конечно же, панировать я это буду в смеси из обычных сухарей с панко. Потом, когда мы слепим эти котлеты, мы должны их упаковать в пленку достаточно плотно и положить в морозилку хотя бы на полчаса. Традиционный гарнир для котлеты по-киевски – это картофельное пюре. И абсолютно недавно я узнала, что то, что я называю толченкой, является картофельным пюре, а толченка – это абсолютно другое блюдо. Но если кому-то сильно интересно, то пюре должно быть очень сильно маслянистым. Тогда это можно считать вот таким полноценным вкусным пюрешкой. Кстати, на следующий день именно это пюре, остатки его я буду использовать для нашего пирога. Можно сказать, такое себе безотходное производство. И, собственно говоря, мы подходим к пастушьему пирогу. Так как у меня остались кусочки курицы, я подумала, почему мне не сделать пастуший пирог. Его муж очень любит и очень давно меня просил приготовить. Оригинальный пастуший пирог готовится из мяса, которое, в принципе, пасется на пастбище, поэтому он называется пастуший пирог. И это мясо слегка подмариновывается в ворчестерском соусе. Так как у нас облегченный вариант с курицей, я использовала смесь рыбного соуса с устричным. Ну и самый простой мой рецепт – это рецепт тортика. Для тортика я использовала корпусы из печенюх кокосовых, то есть это фактически большие печеньки. Для крема я использовала манго-пюре из филиппинского магазина с добавлением красителя. У меня два крема, один классический масляный с добавлением молока, а второй с манго. Когда-то у нас с мужем была своя пекарня, но я в основном дома пеку, конечно же, хлеб. Хотя сейчас мода на вот такие тортики, которые можно сделать дома, в принципе, за считанные минуты. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Всего вам хорошего и приятного вам аппетита. Ну и не забудьте подписаться, конечно.